Друзья, всем привет! Меня зовут Ольга Прилуцкая. Вы на канале Вязание это модно. Этот ролик продолжение мастер-класса по вязанию бактуса крючком. Мы вяжем его из Alize Diva. Уже есть две части на канале. В первой части мы вяжем вот этот участок, связанный у меня бирюзовым цветом. Во второй части мы вяжем вот эти несколько самых сложных, по-моему, здесь 4 или 5 рядов. А сегодня мы с вами свяжем вот этот вот оставшийся участок раппорта. И дальше у нас идут повторы раппорта. Если вам это интересно, если вы только начинающая рукодельница, то думаю, что видео подобного формата с попетельным и постолбичным вязанием будет для вас интересно. Если вы более опытная рукодельница, то можете посмотреть схему вязания этого бактуса, которая размещена на моем канале во вкладке сообщества, или зайти на мою страничку в Instagram, там тоже будет схема этого бактуса. Ну что ж, приступаем к работе. Итак, друзья, продолжаем наше вязание. У нас сегодня по схеме 15 ряд, и сначала делаем разбор ряда. Итак, в первую петлю предыдущего ряда мы вяжем 2 столбика с одним накидом и столбик без накида. Дальше 3 воздушные петли, и в столбик без накида, вот в эту в перемычку между веерочками, столбик без накида, мы вяжем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли, 2 столбика без накида в центр веерочка, 3 воздушные петли, и дальше идет повтор. Снова вот такие же 2 столбика с накидом в перемычку между веерами. И опять 3 воздушные петли, 2 столбика без накида. В общем-то, простой ряд, здесь только нужно следить за периодичностью выполнения элементов. Я сделала камеру чуть-чуть пониже. Я продолжаю вязать вот этим цветом, пока на бирюзовый не перехожу. Итак, 3 воздушные петли подъема, столбик с накидом сюда же, в эту же петлю, и столбик без накида в эту же петлю. Дальше у нас 1, 2, 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом в перемычку, в столбик без накида, вот который между веерочками. Вот сюда в перемычку 2 столбика с одним накидом. Да, вот сюда. Дальше 3 воздушные петли и 2 столбика без накида в центр веера. Веер у нас предыдущего ряда состоял из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, значит, в 5 и 6. 1, 2, 3, 4, в 5 и в 6. Мы вяжем столбики без накида. Дальше 3 воздушные петли. И повторяем в перемычку между веерами. Вот она, между веерами. Вот столбик без накида. Сюда 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Дальше 3 воздушные петли. И 2 столбика без накида в центр веерочка. 1, 2, 3, 4, в 5 столбик без накида и в 6. И повтор. 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом между веерочками. В столбик без накида предыдущего ряда. 1, 2. И снова 3 воздушные петли. И 2 столбика без накида в 5 и 6 столбик веера. Все очень просто. Повторяем практически до центра. Вот здесь вот с вами встретимся. Вот у нас центральный веер. Встретимся вот здесь, когда будем вязать вот сюда в перемычку 2 столбика с одним накидом. И дальше я вам покажу, как мы будем вывязывать центральный мотив. Итак, я дошла практически до центра. Связала 2 столбика с накидом между последним веером предыдущего ряда и центральным веером. После этих 2 столбиков с одним накидом я вяжу 3 воздушные петли и 2 столбика с одним и 2 столбика без накида после 5 столбика веера. Вот у нас веер, у него есть
Раз, два, три, четыре, пять. Вот сюда после 5-го столбика. Так, еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. После 5-го столбика между столбиками я вяжу 2 без накида. Все в одно место. 1, 2. Потом делаю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И вяжу 2 столбика без накида в 3-й столбик из следующих 5. Вот следующие 5. В 3-й в центр, вот сюда. Я вяжу 2 столбика без накидов. Все в одну вот в эту петельку. Потом делаю еще 3 воздушные петли. И вяжу 2 столбика без накида, отделяя еще 5 столбиков вот здесь вот в предыдущем ряду. Вот большой веер, вот здесь у меня всего 15. Теперь я с этого края отделяю 5. 1, 2, 3, 4, 5. И вот сюда, между 5-м и 6-м вяжу 2 столбика без накида. Вот таким образом. Вот так у меня получилось. 2 вот такие пока петельки на макушке. Дальше 2 воздушные петли. 2 воздушные петли. И я вяжу уже 2 столбика с одним накидом между вот этим центральным и предпоследним. Вот сюда. 2 столбика с одним накидом. Вот мы провязали центральный мотив. У нас он выглядит следующим образом. Вот так. Дальше у нас идет повтор. 3 воздушные петли, 2 столбика без накида в 5-й и в 6-й, в 5-й и в 6-й, 3 воздушные петли и 2 столбика с одним накидом между веерочками. 1, 2. То есть повторяем все, что делали по той стороне бактуса. Встретимся с вами, когда подойдем вот сюда, к последнему полувееру. Вот здесь вот в перемычку провяжем 2 столбика с одним накидом, окончание будем провязывать вместе. Итак, я провязала 2 столбика с одним накидом в последнюю перемычку между веерочками, этот полный, этот полувеер. Дальше я вяжу 3 воздушные петли, 2, 3, и в последнюю петлю предыдущего ряда, в последнюю, я вяжу столбик без накида и 2 столбика с одним накидом, первый и второй. Мы закончили 15 ряд. Ставим пометочку. Ряд номер 16. Сначала разбираем. В первый столбик предыдущего ряда у нас столбик с накидом, потом 3 воздушные петли, дальше столбики с накидом с одной вершиной, 2 столбика с накидом с одной вершиной. Первый столбик мы будем вязать во второй столбик с накидом предыдущего ряда, второй столбик в столбик без накида, потом делать 3 воздушные петли. И дальше пойдет все очень просто. Над 2 столбиками с накидом предыдущего ряда у нас 2 столбика с накидом с одной вершиной и затем 3 воздушные петли. Потом опять 2 столбика с накидом с одной вершиной, 3 воздушные петли. Этот ряд тоже очень-очень простой. Вот я сомневаюсь насчет подъемного вот этого столбика. Ну, давайте сделаем с одним накидом. Мне кажется, тянуть не должно. У нас, в принципе, здесь все столбики с одним накидом. Вот у нас же все нормально, ничего не тянет. Так что давайте столбик с одним накидом. А я делаю подъемные 3 воздушные петли. Дальше. И еще 3 воздушные петли нужно сделать. 1, 2, 3. То есть еще 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И 2 столбика с одним накидом с единой вершиной. Первый столбик вяжется во второй столбик с накидом, вот сюда, во второй столбик предыдущего ряда. И я его до конца не провязываю. 2 петли остаются на крючке. Второй столбик вяжется в столбик без накида, вот сюда. Теперь на петле 3 петли на крючке, и теперь я их провязываю все 3 вместе. Вот это 2 столбика
с одним накидом с единой вершиной. Теперь 3 воздушные петли. И над 2 столбиками с накидом, вот этими предыдущего ряда, я вяжу опять такую же конструкцию. 2 столбика с одним накидом, но с единой вершиной. Первый до конца не провязываю, второй до конца не провязываю. И 3 петли вместе на крючке. 1, 2, 3 воздушных. И следующие 2 таких же столбика с единой вершиной вот в эти столбики без накида предыдущего ряда. Так, нитку отмотать. Первый. Не довязываю. И второй. Не довязываю. И теперь 3 петли на крючке вместе. 3 воздушные петли. И такая же конструкция в 2 столбика с накидом предыдущего ряда. Вот в эти. 1 не довязываю. Второй. На крючке 3 петли, 3 вместе. 1, 2, 3 воздушных. Следующие идут вот в эти 2 столбика. И так далее. 3 воздушные петли, 2 сюда. 3 воздушные петли, 2 сюда. 3 воздушные петли, 2 сюда. Встретимся с вами, когда провяжем 2 столбика вот сюда, вот в эти 2 столбика с накидом. То есть не доходя до центрального мотива. Центральный мотив будем провязывать вместе. Итак, я провязала 2 столбика с накидом с одной вершиной, там где мы с вами условились, и вяжем центральный мотив. Так, сейчас мы стоим вот здесь. Вот здесь. Сейчас мы делаем 3 воздушные петли и 2 столбика с одной вершиной в наши 2 столбика без накида предыдущего ряда. 1, 2, 3. И вот сюда, уже в центральном веере, делаем 2 столбика с одним накидом с единой вершиной и провязываем вместе. Дальше 1, 2, 3 воздушные петли и 2 столбика с одной вершиной мы делаем в первую петлю вот из этих центральных 2. Вот здесь у нас 2 петли без накида, и вот в первую мы делаем 2 столбика с одним накидом с одной вершиной прям в первую петлю и провязываем вместе. Дальше делаем 3 воздушных и такую же конструкцию делаем во вторую петлю. Первый столбик, второй столбик и провязываем вместе. Дальше 3 воздушные петли и 2 столбика опять с одной вершиной вот в эти столбики без накида. То есть здесь мы работаем со столбиками без накида предыдущего ряда. В них делаем вот такие конструкции. Дальше 3 воздушные петли. И мы покидаем центральный мотив и переходим вот к этим 2 столбикам с одним накидом. Вяжем сюда 2 столбика с одним накидом, но с одной вершиной. И все. Дальше продолжаем. 3 воздушные петли. И вот в эти 2 столбика без накида тоже вяжем наши столбики с накидом с единой вершиной. И встретимся в конце ряда. Ряд закончим вместе. Встретимся вот здесь, когда провяжем 2 столбика вот в этот элемент. Заканчивать будем вместе. Я провязала 2 столбика с одним накидом с одной вершиной вот в наши 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда, и это мы с вами остановились вот здесь, если рассматривать другой угол. Теперь вяжем 3 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом с одной вершиной вяжем следующим образом. Первый столбик у нас идет в столбик без накида, здесь вот в конце ряда. Второй столбик идет в первый столбик с накидом вот сюда и провязываем 3 петли на крючке вместе. Дальше мы делаем 3 воздушные петли и столбик с накидом в последний столбик ряда. Все, 16 ряд у нас провязан, делаем отметку, переходим к 17 ряду. 17 ряд вообще тоже очень простой. Разберем. Начало, как всегда,
нам часто попадалось такое начало, 2 столбика с одним накидом в первый столбик предыдущего ряда и сюда же столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида в вершинку вот наших сдвоенных столбиков. И повтор. 3 воздушные петли, столбик без накида в вершинку. 3 воздушные петли, столбик без накида в вершинку. Здесь вообще ряд очень элементарный. И он у нас будет еще повторяться в нашем вязании. Он же будет, это у нас получается 17 ряд. Он же будет 19 рядом. И он же будет 21 рядом. Этот же ряд. Сейчас мы разбираем этот ряд. 19 и 21 мы не разбираем. Я просто скажу вам, что сейчас будет ряд номер 19, который вяжется аналогично 17 ряду. Будьте внимательны. Так, 3 воздушные петли подъема. Столбик с накидом сюда же. И столбик без накида сюда же. 3 воздушные петли. Столбик без накида в вершинку наших сдвоенных столбиков. 3 воздушные петли, столбик без накида в вершинку сдвоенных столбиков. И повтор до конца ряда. 3 воздушные петли, столбик без накида в вершину сдвоенных столбиков предыдущего ряда. Встретимся с вами в конце, когда провяжем столбик без накида вот в вершинку вот этих сдвоенных столбиков. Вот сюда. И останется у нас вот этот центральный мотив, вилочка, и мы провяжем его вместе. Итак, мы сейчас с вами вот здесь провязали столбик без накида в сдвоенные столбики до центрального мотива. Теперь провязываем 3 воздушные петли, столбик без накида. Так, 3 воздушные петли, столбик без накида вот в эту группу сдвоенных столбиков. Дальше 3 воздушные петли, столбик без накида в центр, вот сюда, вот в эту арку. 3 воздушные петли и столбик без накида опять в сдвоенные столбики предыдущего ряда. Все, мы провязали с вами вот эту вот макушечку, центральный мотив, и дальше идет повтор. 3 воздушные петли, столбик без накида в сдвоенный столбик, 3 воздушные петли, столбик без накида в сдвоенный столбик. Встретимся в конце ряда, чтобы провязать окончание. Я подхожу к концу ряда. Вот провязала столбик без накида в сдвоенный, делаю 3 воздушные петли. Еще у меня попадается сдвоенный столбик. Я сюда тоже делаю столбик без накида. Дальше делаю 3 воздушные петли. И в последний столбик ряда, вот сюда, я вяжу столбик без накида и 2 столбика с одним накидом. Я буду вязать в арку, можно вязать в последнюю петлю, я буду вязать в арку, вот так. Столбик без накида и 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Все, мы закончили 17 ряд. Ставим себе вот такую пометочку. Дальше ряд номер 18. Тоже очень простой ряд. Сейчас все ряды у нас будут идти простые. Главное разобрать. Первый, значит, столбик вяжется с одним накидом. 2 воздушные петли, столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик с накидом, в столбик без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида в арочку. 2 воздушные петли, столбик с накидом, в столбик без накида. И повтор. Так, этот ряд номер 18. Вот я вот здесь себе пишу 18 ряд. Вот у нас повторяется 17, 19, 21. А 18 ряд у нас одинаковый с рядом номер 20. И мы их обводим в 2 кружочка. Вот так. 18 и 20 ряд. Они у нас одинаковые. Так, поворачиваем работу на другую сторону. Делаем 3 воздушные петли подъема. Потом у нас еще 2 петли.
И столбик без накида вот сюда же, в первую петлю предыдущего ряда. Столбик без накида. Дальше 2 воздушные петли. Столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. 2 воздушные петли. Столбик с накидом в столбик без накида. Друзья, когда я вязала 19 ряд, я нашла маленькую ошибку в начале 18 ряда. Сейчас я снимаю кусочек, который пристыковываю к 18 ряду в самое начало. Вы не заметите этой путаницы в начале 18 ряда, но вязание у вас будет как будто бы больше. То есть вы не пугайтесь, это действительно дополнительные тут уже ряды есть провязанные. То есть у вас сейчас мелькнет вязание в более, как сказать, в более большем объеме. На самом деле все нормально. Этот кусочек я пристыковываю к 18 ряду. Я вяжу 20, а вам я показываю сейчас этот кусок как кусок 18 ряда. Потому что я нашла вот такую вот ошибку. Итак, начало 18 ряда. 3 воздушные петли подъема. Дальше еще 2 петли. И сюда же в первую петельку, фокус. И сюда же в первую петельку столбик без накида. И сюда же в первую петельку столбик без накида. Вот так. То есть 3 воздушные петли подъема, 2 петли и сюда же столбик без накида. Дальше мы вяжем 2 воздушные петли, столбик с накидом в столбик без накида предыдущего ряда, вот сюда. Дальше 2 воздушные петли и столбик без накида в арку. А у меня вот здесь провязан столбик с накидом. Дальше 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида в арку. 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида в арку. 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида и так далее. Вяжем до центрального мотива. Встретимся с вами и будем вместе провязывать вот здесь вот центральный мотив. Давайте встретимся вот здесь. Вот у нас центральный мотив, и встретимся вот здесь. Вот над этой группой сдвоенных столбиков у нас есть столбик без накида. Вот здесь вот мы с вами встретимся. И вот этот центральный мотив вот отсюда до сюда провяжем вместе. Итак, я остановилась перед центральным мотивом, провязав столбик с накидом над столбиком без накида. По схеме мы сейчас находимся вот здесь. Мы связали вот этот столбик с накидом вот над этой конструкцией и над столбиком без накида предыдущего ряда. Теперь у нас идет 2 воздушные петли, столбик без накида в арку, 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида, дальше 2 воздушные петли, столбик без накида в арку, вот она прям тут следующая, 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида, и это вот прямо центр, это вот прямо центр нашего бактуса. Дальше 2 воздушные петли или 3, сейчас посмотрим, 3
1, 2, 3 воздушные петли, это самый центр, и сюда же, в этот же столбик, второй столбик с одним накидом. Вот это самый центр нашего бактуса. Вот этот вот элемент, он находится в самом центре. И дальше все как обычно. 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида. 2 воздушные петли, столбик без накида в арку. 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида. Мы провязали полностью центральный мотив. 2 воздушные петли, столбик без накида в арку. И продолжаем вязать. 2 воздушные петли, столбик с накидом над столбиком без накида. Это то, что у нас получается. Встретимся в конце ряда, чтобы провязать последний элемент. Итак, у меня связан столбик с накидом над столбиком без накида предыдущего ряда. Я делаю 2 воздушные петли, вяжу столбик без накида в арочку. Дальше делаю 2 воздушные петли и вяжу в последнюю петлю ряда столбик без накида, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Все. Это у нас провязан ряд номер 18. 19 ряд у нас повтор 17, 20 повтор 18, 21 повтор опять 17. То есть 3 ряда мы вяжем самостоятельно, как предыдущие ряды. Наверное, не было даже видно в камеру, что я говорила. Да, следующие 3 ряда, 19, 20 и 21, мы вяжем самостоятельно, как повторы. 19 повтор 17, 20 повтор 18, 21 повтор опять 17. И встречаемся с вами через 3 ряда. Итак, мы провязали 3 ряда самостоятельно. 19, 20 и 21. И выходим на 22 ряд. 22 ряд состоит сплошь из столбиков с накидом. В первый столбик мы провязываем 3 столбика с накидом. Дальше у нас идет во второй столбик еще столбик с накидом. И потом в каждую петлю предыдущего ряда у нас идут столбики с накидом до центрального мотива. И всего таких столбиков, я сосчитала, в этом ряду должно быть 89. Если вдруг у вас в течение вязания каких-то из этих рядов получилась где-то ошибка, просто разложите свое полотно. Я еще не приступала к вязанию этого ряда. Разложите свое полотно, посмотрите, все ли вас устраивает. Особенно вот здесь, в центральном мотиве, здесь не должно быть никакой косины. То есть центральный мотив должен идти четко, элемент над элементом, и не должен уходить куда-то в бок. Если есть какая-то ошибка в центральном элементе, то, как правило, вязание уходит в какую-то из сторон. Если кардинальной такой ошибки нет, и вы не выходите на 89, допустим, у вас с одной стороны получилось 88, с другой 87, ну ничего нет страшного добавить здесь один где-то столбик, а здесь 2. Или наоборот, здесь у вас получилось 90, здесь 89, значит здесь сократите. Если у вас пошло какое-то кардинальное отличие больше, чем на 3 столбика, 3 это максимум, может быть даже... Ну да, 3 это максимум, что я бы оставила и ничего трогать не стала. Если у вас расхождение больше, чем на 3 столбика, я рекомендую распустить вязание, посмотреть, где у вас есть ошибка. Сейчас приступаем к вязанию 22 ряда. Итак, я повернула работу на другую сторону. И в первый столбик с накидом я вяжу 3, 1, значит, подъемный у меня, это 3 петли подъема. Сюда же я вяжу еще один столбик с накидом, и сюда же еще один столбик с накидом. Это 3 столбика. Дальше 4 столбик я вяжу во второй столбик с накидом предыдущего ряда. 5 я вяжу в столбик без накида предыдущего ряда. 6, 7 и 8 я вяжу в арке предыдущего ряда, точнее говоря, нет, мы сейчас с вами посмотрим.
Так, 4, 5 я связала сюда. Да, 6, 7 и 8 мы вяжем в арку. Все правильно я сказала. 6, 7 и 8 мы вяжем в арку. 6, 7, 8. Так как арочка у нас состоит из 3 петель. Можно вкалываться в петли, я вяжу прямо в арку. Дальше 9 у нас идет над столбиком без накида. 10, 11, 12 опять вот эту в арку из 3 петель. И так далее. В каждую петлю предыдущего ряда мы провязываем столбик с накидом. Дальше у нас столбик без накида, в него столбик с накидом. В арку у нас 3 столбика. И вяжем до самого конца. Здесь у нас в центре центральным элементом, то есть предыдущего ряда, является вот этот столбик без накида. Вот в этот столбик без накида у нас вяжется следующая конструкция. Вот в этот столбик без накида предыдущего ряда у нас вяжется 2 столбика с накидом, 3 воздушные петли и 2 столбика с накидом. Из этой конструкции 2 столбика с накидом относятся к этой стороне бактуса. То есть они входят в эти 89 петель. То есть вот этот последний столбик должен быть 89 столбиком. Потом 3 воздушные петли. Ну что ж, вяжем до конца ряда. Встречаемся с вами в центре. Я подхожу к центральному мотиву, провязывая свои столбики с накидом. Вот у меня арочка перед центральным мотивом. Центральный мотив. Вот этот веерок, вот он у нас раздваивается, вот раздваивается, и вот этот вот столбик без накида у нас является центром. Вот в эту арку до него мы вяжем еще 3. Так, я не провязала еще столбик над столбиком. Вот сюда столбик над столбиком. В арку перед самым центральным столбиком вяжутся 3. И в сам центральный столбик вяжется конструкция 2 столбика с одним накидом, прям вот в эту центральную петельку. Дальше 3 воздушные петли. И переходим уже на следующую сторону, но в эту же петлю вяжутся 2 столбика с одним накидом. Это уже другая сторона бактуса пошла. Потом в арку вот сюда вяжутся 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Это уже 3, 4 и 5 столбики второй стороны бактуса. Столбик, столбик, в арку 3. 1, 2, 3 и так далее до конца ряда. В столбик, столбик, в арку 3. В последние столбики, ну давайте свяжем вместе в конце ряда. Итак, я подхожу к концу ряда. Вот у меня 3 столбика с накидом, связанные в арку. Теперь столбик над столбиком без накида предыдущего ряда. Столбик над столбиком с накидом. Это предпоследний столбик. И 3 столбика в последнюю петлю предыдущего ряда. 1, 2, 3. Что у меня получилось по факту? По факту мне пришлось с одной стороны, вот с этой стороны этого бактуса, убавить 1 столбик.
а с этой стороны бактуса прибавить 1 столбик. Я нашла вот здесь вот в 3 самостоятельно связанных без вас рядах, точнее говоря, даже в последнем, в 21 ряду, вот здесь вот в центре небольшую ошибку. Вот здесь вот у меня, видите, пустотка такая. Здесь вот с этой стороны совсем немного по-другому связано. Здесь есть столбик без накида, а здесь есть вот такая пустота. То есть вот где-то в предыдущем ряду я сделала ошибку, и поэтому у меня пошло такое разногласие. Но я считаю, что это ничего страшного. Главное, что сейчас мы вышли с вами на 89 столбиков с каждой стороны. Это у нас ряд номер 22. 23 ряд тоже очень простой. Он вяжется следующим образом. В начале ряда у нас столбик с накидом или 3 воздушные петли подъема. Я делаю 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Дальше еще одна петелька, и сюда же в первую петлю предыдущего ряда столбик с накидом. Столбик с накидом. Дальше у нас 1 воздушная петля и столбики с накидом через петлю предыдущего ряда. То есть вот одну мы пропускаем, в следующую вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Одну пропускаем, в следующую вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Одну пропускаем, в следующую вяжем столбик с накидом. И так до конца ряда. Встретимся в центре, провяжем с вами центральный элемент. Я подхожу к центральному мотиву. Вот у меня столбик с накидом связан, сделана воздушная петля. Столбик с накидом пропуская одну петлю предыдущего ряда. 1 воздушная петля. Столбик с накидом пропуская одну воздушную петлю предыдущего ряда, и это получился столбик в последний столбик. Теперь я оказалась перед арочкой. Я делаю воздушную петлю и в арку провязываю столбик с накидом, 3 воздушные петли и столбик с накидом в эту же арку. И как бы у меня работа переходит на другую сторону, я делаю воздушную петлю и ставлю столбик с накидом в последний столбик сюда предыдущего ряда. Вот так. Теперь воздушная петля и пошли опять, пропуская одну петлю, делаю столбики предыдущего ряда, столбики с накидом, одну пропускаю, в следующую вяжу воздушная петля и так далее. Встретимся в конце ряда, закончим ряд вместе. Я подхожу к концу ряда, делаю воздушную петлю, точнее говоря, я ее уже сделала, пропускаю петлю, вяжу столбик с накидом, делаю воздушную петлю, вяжу столбик с накидом через одну, это у меня получится уже последний столбик вот сюда, в последний столбик предыдущего ряда, еще одну воздушную петлю и сюда же в последний столбик предыдущего ряда еще один столбик с накидом. Мы закончили с вами 23 ряд. В этом рапорте есть еще 24 ряд. Он полностью повторяет собой ряд номер 22. Вот этот вот ряд. 24 и 22. Они между собой идентичные. То есть вяжем самостоятельно. Дальше. 24 ряд. Вот этот 24 ряд. Это 1, 2, 3, 4 ряд нашего раппорта узора. То есть сейчас, провязывая 24 ряд, мы провязываем 4 ряд от начала нашего вязания. И таким образом раппорт нашего вязания составляет 20 рядов с 4 по 23. Вот это раппорт
всего нашего вязания. Вот эти 3 предыдущие рядочка, они были как бы как установочные. Все дальнейшее вязание вы повторяете опять с 4 по 23. И повторяете столько этих раппортов, сколько вам нужно. Итак, я захотела разложить все-таки и показать, что же у нас с вами получилось после провязывания наших 23 рядов. Вязание все прирастает и прирастает. Теперь на моем канале вы сможете увидеть этот бактус только уже в готовых работах. В виде фотографии я, конечно, выложу его во вкладке сообщества, покажу его в Instagram, покажу в Facebook. Схему размещу обязательно во вкладке сообщества. Сейчас я свяжу еще один ряд вот этим цветом и буду переходить снова вот на такой бирюзовый. Смотрите, вот в этом оттенке есть как раз вот такой цвет, который очень гармонирует, перекликается с бирюзовым оттенком. Очень мне нравится эта схема. Легко по ней вязать. Мне кажется, что у нас все с вами получилось. Все получилось замечательно. Ну что ж, всем удачи в дальнейшем вязании. Всем пока-пока. С вами была Ольга Прилуцкая. До новых встреч. Пока. Подписывайтесь на канал.